Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Долгожданный GT Plus на автомате. Друзья, небольшое вступление, оно же ремарка, о чем это видео, и это важно. В этом видео я хочу сфокусироваться именно на тех дополнительных фичах, которые есть только в GT Plus, которые как раз таки делают Tracer 9 GT Plus плюсом в относительно всей остальной линейки. Я уже достаточно подробно вам рассказывал про GT-версию, и GT Plus и GT, они, наверное, процентов на 90, может быть 85% абсолютно идентичные мотоциклы. Про техническую часть, про мои ощущения от этих мотоциклов вы можете посмотреть в предыдущих опубликованных видео. Также я оставлю плейлист на Tracer 9 в описании под этим видео. И плюс к тому же у меня скоро выйдет большое видео сравнения по Tracer 9, 9 GT, GT+, в котором мы с вами уже более подробно посмотрим, что эти мотоциклы отличает, что вы получаете, покупая тот или иной вариант, и что вы недополучаете, от чего вы отказываетесь, если вы, допустим, покупаете GT вместо GT+, или если вы вообще покупаете базовую версию вместо любой другой версии трейсеров. Поэтому, чтобы не повторяться, здесь мы с вами фокусируемся на радаре, здесь мы с вами фокусируемся на автоматической коробке передач, на электронике, на системах безопасности. Мы с вами едем в город, в пробке, потом выезжаем на трассу, потом едем на серпантины и тестируем мотоцикл как в ручных, так и в автоматических режимах там. Из всей линейки мотоциклов Tracer 9 GT Plus это самый турингоориентированный вариант. То есть, как вы знаете, есть у нас Tracer 9, Tracer 9 GT и есть GT Plus. Yamaha позиционирует их примерно так, что Tracer 9 это больше спорт, нежели туринг. Tracer 9 GT это больше такой универсальный кроссовер. То есть он может быть и спортивным, он может быть и туринговым. И Tracer 9 GT Plus это мотоцикл, который в принципе предназначен для пробегов. Мотоцикл, в котором электроника построена так, что она будет все делать за вас. То есть идея этого мотоцикла в том, что ты на него сел, включил все автоматические помощники и поехал. Встроенный радар, он будет контролировать поток, и где нужно будет затормаживать мотоцикл, где нужно даже будет помогать его ускорять. Но люди часто путают, люди думают, что во время движения в круизе радар активирует тормоза. На самом-то деле нет. Здесь также стоит электронная система торможения двигателем. И когда вы именно едете в режиме радара, торможение происходит двигателем, а не тормозами. Тормоза подключаются только в момент, когда вы рукой активируете тормоз. И тогда включаются тормоза. Во всех остальных ситуациях торможение на уровне электроники только двигателем. Люди часто говорят в интернете, что я бы не хотел, чтобы мотоцикл за меня тормозил. Он за вас реально тормоза не трогает. Идея вот этих тормозов, подключенных к радару, радар определяет, насколько эффективно вы тормозите. Если он понимает, что вы тормозите не до конца эффективно, то в этом случае он тогда уже будет вам помогать. В остальных случаях в режиме круиза он только автоматически подтормаживает двигателем, и все. То есть экстренной остановки за вас он не сделает. Удивительно, что когда мотоцикл вышел, многие люди сказали о том, что ни в коем случае не буду ездить на мотоцикле, на котором нету ручного переключения. То есть автомат это для девочек, да? То есть это скутер. Идея в том, что вам нужно понимать систему того, как работает автомат на Yamaha, и вообще его идею. Yamaha не позиционирует этот автомат как полностью автоматический, да? Это автоматически механическая коробка передач. То есть в основе нее лежит механика, и она должна использоваться как механика. Но, допустим, когда вы выезжаете на хайвее, или когда вы вот так по пробкам едете, то в этом случае
вы можете переключиться в автоматический режим, чтобы вам расслабиться, чтобы вам не думать о передачах. Она в равной степени должна или задумана быть использована в механическом варианте, то есть в ручном вот этими переключателями, как и автоматический, да, вариант. То есть тут по сути стоит система электронных актуаторов, я про это уже говорил. То есть с левой стороны стоит квикшифтер последнего поколения ямаховский, а с правой стороны стоит механизм выжима сцепления. Таким образом, идея заключается в том, что если вы захотите, вы можете, вот здесь есть кнопка переключения в механику, вы можете спокойно переключиться в механический режим и поехать полностью на механике. Ну и последний момент, заключающий вот этот типа высокий уровень комфорта, такая полуактивная подвеска, которая адаптируется к условиям езды. И с этой подвеской тоже есть, кстати, интересный момент, про который мало кто рассказывает, и про него на самом-то деле я тоже долго не знал, пока мне люди из Ямахи про него не рассказали. Оказывается, полуавтоматическую вот эту систему как бы контроля подвески, ее можно отключить. То есть на вот этом поколении ты можешь зайти в мобильное приложение, полностью выключить всю электронику, выстроить зафиксированные параметры, как на механической подвеске, и мотоцикл будет работать только в этом формате. То есть он не будет подстраиваться под условия езды, он будет работать, подвеска будет работать точно так же, как если бы у вас не было электронной системы помощи, ну или там адаптации, как это происходит на трейсере 9 стандартном. Почему они захотели это сделать, объясняется очень просто. Они сказали, что очень, ну, как бы многие профессиональные пользователи на самом-то деле не всегда любят электронику, они хотят больше прогнозируемости. И для вот этой большей прогнозируемости, особенно если они на трек выезжают, им хотелось бы иметь именно такой механический вариант подвески, потому что в разных условиях электроника может подстраиваться по-разному под условия, и это не всех устраивает. То есть профессиональные райдеры, они хотят все-таки прогнозируемости, то есть они под себя выстроили все параметры, и потом уже при проходе поворотов, при проходе каких-то виражей они понимают, что ожидать от этого мотоцикла. Вот. И, конечно же, в дополнение к радару мы видим, что здесь есть еще система слепых зон, которая, в принципе, уже не новая глобально, так она есть на многих мотоциклах. Но здесь тоже вы видите, вот если в момент, когда мы едем, посмотрите, загораются вот здесь огоньки, они говорят о том, что где-то в слепой зоне находится автомобиль. Едем мы по гарминовской навигации, которая тоже здесь встроенная. У меня стоит режим D+, у меня стоит режим Street. Это самый такой комфортный, мягкий туринговый режим. То есть мотоцикл себя не ведет агрессивно. Также вся подвеска, все очень мягенько отрабатывает. И плюс коробка, она не в спортивном режиме, переключает все передачи. Она переключается очень, так сказать, стандартно. Вот эта комбинация режимов, она по сути рассчитана на то, что вы будете ехать либо по трассе, либо будете ехать по городу. То есть она направлена на то, чтобы максимально сглаживать любые переключения. Но в то же время надо понимать, что переключения здесь не сильно гладкие, если честно. Как бы это уже не секрет, про это многие рассказали. На однодисковом сцеплении очень тяжело переключаться гладко. Плюс, какая здесь особенность? YAMT, она не подключена к IMU. То есть в этом поколении, в 2025 году, японцы обновили 6-осевой IMU. Я вот здесь напишу, что они добавили. То есть они сказали, что они как бы улучшили то, как мотоцикл работает. Это как бы новое поколение 6-осевой системы
стабилизации, безопасности, в общем, электроники, которая Yamaha представила изначально в 2021 году на предыдущем поколении. В этом поколении они его немножко доработали, и доработали они его как раз-таки с оглядкой на то, что эти мотоциклы теперь имеют автоматическую коробку. Не всегда эта коробка переключается бесшовно. И для того, чтобы, опять же, повысить уровень комфорта и уровень безопасности, особенно в плохие погодные условия, они добавили вот эту систему, которая еще больше контролирует заднее колесо, особенно в моменты переключения, не дает ему потерять стыковку с дорогой. Таким образом, они постарались все-таки максимально облегчить или упростить формат того, как вот это однодисковое как бы сцепление, да, или коробка работают. Но, тем не менее, толчки все равно остаются. Если честно, ты к ним вообще быстро привыкаешь и просто перестаешь на них обращать внимание, потому что глобально коробка не тупит. Она просто, переключается с такими дерганиями на низких скоростях. На верхах она достаточно гладко отщелкивает. Видите, хорошо, что вам показываю как раз-таки, как мотоцикл ведет себя в трафике, потому что это тоже очень важно. Многие люди, кто эти мотоциклы купит или планирует купить, они наверняка будут использовать в условиях трафика его, поэтому понимание того, как отрабатывает коробка. Так, тут я немножко затупил. Что, хотите посмотреть, как он ускорится в процессе автоматики? Потому что Honda тоже 10-шная, Вестром механический, им тяжелее. Ну, посмотрим. Вот сейчас в момент старта рассказываю, что было. Очень четко отработала система проскальзывания, потому что я прямо чувствовал, как заднее колесо, то есть мотоцикл выравнивает. То есть я откручиваю ручку газа, он стабилизирует мотоцикл, но при этом разгоняется и ускоряется. Это позволяет на самом-то деле очень безопасно и как бы легко ускоряться в условиях города. Ну и не только в условиях города в целом. На однодисковом сцеплении достаточно сложно обеспечить плавную работу, но вот сейчас, когда ты едешь, он очень мягко и четко переключает. То есть он не создает никаких таких ситуаций, в которых у тебя недостаточно момента или где-то там зависает передача, не едет. Кстати, вот Hill Hold, да, как работает Hill Hold? Вы можете зажать тормоз, и тогда Hill Hold, видите, вот он появился, он активируется. Есть второй вариант автоматики. Но автоматика не всегда четко определяет угол наклона, под которым у тебя мотоцикл остановился. Поэтому ты можешь выставить либо User Activation, либо автоматическая активация. Если User, ты просто остановился на светофоре, нажал на тормоз, задержал его несколько секунд, и у тебя включился вот этот Hill Hold. Как его можно разблокировать? Можно 2 раза на передний тормоз нажать быстро, и тогда снимается Hill Hold. Можно просто начать добавлять газ, и он снимает Hill Hold заднего колеса, и ты начинаешь ехать. Японцы очень хорошо подумали на тему того, как бы снизить вообще нагрузку, да, или как сделать так, чтобы для вас автомат на этом мотоцикле не создавал каких-то панических ситуаций, потому что, знаете, вот бывает такое, что когда ты что-то не можешь контролировать, люди начинают переживать, а если покатится, а если не включится, а если одно, второе, третье. Поездив на автомате, я вам скажу, что он достаточно неплохо реализован. Единственный момент, который я про него хочу сказать, что в отличие от Honda, здесь автомат не подключен к AMU. То есть японцы этого не сделали.
он не понимает, едешь ли ты в наклоне, ускоряешься, тормозишь. То есть, к сожалению, на текущий момент вот эта первая итерация YAMT, она как бы работает сама по себе по каким-то там алгоритмам, которые она для себя запоминает в процессе езды. Но что они сделали, по крайней мере, как говорят сами японцы, они зашили туда AI в формате именно коробки и трейсера. Это просто адаптация под ваш режим езды. То есть, что делает коробка? Как они сказали, первые 10 минут езды она вас изучает. То есть после этого она понимает примерно, в каких условиях вы едете, и под это подстраивается. То есть, грубо говоря, если вы едете по городу, через 10 минут она переходит в такой какой-то там свой алгоритм переключения передач для того, чтобы это было удобно делать в городе. Если вы выехали на трассу, и она понимает, что вы идете по трассе, то в этом случае она тоже понимает, что вам частые переключения передач не нужны, что можно просто держать определенный диапазон оборотов и, в принципе, с этим диапазоном оборотов двигаться. Yamaha сказала, что, по их мнению, что на самом-то деле человек, который поездит на YAMT, в принципе, у него не должно возникнуть желание вернуться обратно на механическую коробку передач. Поэтому они сказали, что это будущее, все мотоциклы будут такими, по крайней мере, к этому все будут стремиться. Друзья, если вы так же, как и я, любите путешествовать и открывать новое, то присоединяйтесь к нашим эксклюзивным мототурам на новейших мотоциклах Yamaha по Балканам и Европе. Каждое путешествие – это открытие, новые друзья и яркие эмоции. Это не массовый туризм, а десятки тысяч километров опыта, превращенные в интересные впечатляющие маршруты. С нами вы заряжаетесь энергией, получаете новые знания и возвращаетесь домой с багажом впечатлений, которые останутся с вами надолго. Всю актуальную информацию о турах вы найдете по ссылке в описании и в нашем телеграм-канале. Так, выходим с вами на хайвей, чтобы посмотреть, и показать вам, как байк себя будет вести именно в условиях хайвея. Заодно покажу вам радар. Видите, я поставил, что радар должен 110 км в час держать, но он не ускоряется. Вот когда машина ушла, все, он поехал. То есть мы можем задать дистанцию, все, машина ушла из поля зрения, соответственно, он немножко ускорился. Как только мы приближаемся к следующей машине, он опять замедляется. То есть, что я могу? Я могу сократить дистанцию чуть-чуть. То есть, смотрите, что я сейчас делаю. Я, допустим, сейчас перестроюсь, и он сам ускоряется. То есть, я не трогаю. Он видит, что поток идет быстрее, он начал ускоряться, потому что у меня стоит крейсерная скорость обозначена как 110 км в час. То есть, если поток позволяет, он, по идее, должен до 110 км в час ускориться. Теперь смотрите, вот я, допустим, иду с потоком, перестраиваюсь, и у меня тут машина оказывается. Все, он двигателем сбрасывает скорость. Я видите, ничего не делаю. То есть он сам регулирует поток, регулирует скорость. Сбросил до 60. Хотя у него есть возможность ускориться до 110. Я ухожу в этот ряд. Он понимает, что поток идет быстрее. Все, он пошел. Обратите внимание, я руками ничего не делаю. Вот он может до 110 спокойно разогнаться. Передо мной перестроилась машина. Он держит теперь 104 км в час. То есть, если я куда-то вклинюсь, допустим, в трафик, в поток, заметьте, все это время я не делаю вообще никаких движений рукой, кроме того, как я включаю переключение поворотников, указателей поворота. Все, он понимает, что могу, допустим, уменьшить дистанцию, могу увеличить дистанцию. Видите, ушла машина, он ускорился. Все, поток замедляется, мотоцикл тоже замедляется.
Видите, он до 70 километров сбросил. То есть идея в том, что когда ты стоишь на хайвее, ты можешь просто как бы расслабиться, и по большому счету байк будет делать все за тебя достаточно в таком интеллектуальном режиме. Заметьте, все это время я не работаю сцеплением, я не работаю газом, я не работаю тормозом. То есть байк все делает за меня. Теперь я беру, перестраиваюсь в этот ряд, он увидел машину и начинает сбрасывать скорость. Все, замедляется. И по большому счету, если ты путешествуешь на дальнюю дистанцию, ты просто в таком режиме выставил себе крейсерную скорость и можешь спокойно в потоке идти. По большому счету мотоцикл абсолютно все будет делать за тебя. То есть у него нету как бы потребности, да, чтобы ты вмешивался в процесс. Он этот процесс выстроен, полностью контролируется электроникой. У тебя автоматически работает электронная подвеска, у тебя автоматически работает торможение двигателем, у тебя автоматически происходит ускорение согласно твоим настройкам. И видите, в зеркалах показывает мне в слепых зонах, что приближаются машины. Вот Бентли едет, он раз показал мне, что у тебя машина сбоку. То есть мы можем вот выставить дистанцию, то есть единичка — это самая короткая дистанция, 4 — это самая дальняя дистанция, самая безопасная, так сказать. И ты стоишь на хайвее, просто можешь ехать вообще, смотреть по сторонам. Он сам переключает передачи, он сам контролирует поток, он сам ускоряется, он сам тормозит. Байк делает большинство работы за тебя. Тебе остается просто вот ехать и наслаждаться. Гарминовская навигация. Ну, короче, здесь полный пакет, ребят. Так, ну что, давайте чуть-чуть активно поедем. Подвеска понимает, что мы идем по трассе, мотоцикл тоже понимает, что мы идем по трассе, имеется в виду коробка. Она спокойно до шестой передачи отщелкнулась и держит нас в темпе. Ну, как я уже еще и говорил, помимо тормозов, подключенных к радару, здесь еще есть тормоза, которые просто linked brakes, да, то есть залинкованные между собой перед и зад. И в момент торможения мотоцикл сам распределяет усилия по торможению. То есть он автоматически на перед и назад распределяет усилия тормоза. Ну и, собственно, мы с вами говорили про то, как себя мотоцикл ведет вот как раз-таки на серпантинах, в наклонах. И вот здесь у нас с вами есть отличный вариант посмотреть, как отрабатывает коробка. Оставил ее в D+, то есть для того, чтобы было наглядное понимание того, как отщелкивает и переключается автомат. Как бы пока что он не вызывает никаких нареканий, если можно так сказать. Абсолютно хорошо перещелкивается, отрабатывает. И в этом удобство, понимаете? Кстати, вот Yamaha говорила о том, что большой плюс YMT, что на серпантинах, во всех вот этих шпильках, да, когда перестраиваешься, когда разворачиваешься, очень сложно заглохнуть. То есть
Если на механике бывает такое, что люди теряются, им нужно регулировать сцепление, газ, вот, балансировать, то с YAMT, по сути, система делает все за тебя, ну, так же, как и DCT, в принципе. И тебе в поворотах не нужно напрягаться и думать о том, что вот как бы тебе подобрать передачу, как бы тебе не заглохнуть, как бы тебе газа добавить, сколько тебе сцепления выжать или как с этим сцеплением работать. В принципе, это все решает вот YAMT. Она это все делает за вас. И если вы хотите вмешаться в процесс, вы просто вот взяли, переключились, механика, видите, я щелкаю, третья передача, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая. И вот он тебя держит на второй передаче. Все, опять в автомат переключился. Надо быть осторожным, потому что, как вы видите, тут немножко песочка присутствует. То есть, видите, мотоцикл понимает, что я то ускоряюсь, то торможу. То есть, видимо, он понимает, что я еду на каких-то коротких дистанциях, да, перед переключениями и так далее. И за счет этого он не отщелкивает. Даже вот я выкручиваю газ, он все равно на четвертую передачу не выкручивает. Он держит в третьей передаче, потому что он понимает, что через несколько секунд я сброшу. И по сути мы с вами вот проходим все вот эти серпантинные виражи вообще без проблем. Теперь смотрите, едем вниз. У нас с вами достаточно острые повороты. Видите, он держит двигатель, как бы создает торможение двигателем. Как только я стал ускоряться, все, он отщелкивает. Но все равно, видит, что мы идем с горки, не переключается на третью передачу, не дает мне как-то сильно ускориться. То есть, допустим, как DCT, она до шестой передачи не отщелкивает. Мне именно важно показать вам автоматический режим, потому что в ручном режиме это понятно. Ты там как захотел, так вот я раз на третью перещелкнул, и он спокойно переключился. Но мне интересно именно показать вам, как работает в формате именно автомата. Несмотря на то, что автомат не подключен к AMU-системе, он все равно понимает, как нужно переключать передачи. И видите, когда идем с горки, он все равно держит двигатель в моменте. То есть он все равно тормозит двигателем. Он мог бы, по идее, там до четвертой, до шестой, да, отщелкнуть. Но вот в механике я могу, точнее, да, в механике я могу он до пятой спокойно переключиться. Ну, в общем, на мой взгляд, с точки зрения серпантинов, вообще никаких проблем. Видите, все повороты проходим, он в момент прохода поворота не переключается. То есть он, я не знаю, если он не разговаривает с AMU-системой, как он это все понимает.
Ну, в общем, вот такая, ребят, интересная история относительно прохождения поворотов. Ну и давайте еще раз теперь полностью в механике проедем. То есть переключаемся на механику. Это значит, что, ну, по сути, едем так же, как бы мы ехали на механике, как бы настоящей механике. Только здесь нам все равно не нужно переключать передачи с точки зрения выжима сцепления. То есть ты все делаешь руками. И, конечно, в таком формате все более прогнозируемо. То есть ты видишь поворот, ты замедлился, отщелкнул, допустим, до второй передачи, и пошел. Переключился на третью, на четвертую, поехал. Увидел поворот, затормозил, отщелкнул вниз, еще раз вниз. Пошел. Третья. Раз, на вторую. Третья. То есть, в принципе, раз на четвертую можно даже переключиться. Начинаешь тормозить. Третье. Ну, то есть, как бы ты, по сути, так же, как ты бы сам ехал, если бы у тебя была классическая механика. Только здесь эти переключения происходят в разы быстрее. Ты их вообще не замечаешь. То есть, вот здесь мы на вторую переключились с вами. И можем прям хорошо на нем, на этой второй передаче пройти эти повороты, змейки. Получить абсолютный кайф и удовольствие. То есть мотоцикл держит передачу, он ни вниз, ни вверх не сбрасывает. То есть даже вот здесь вот в этом формате спокойно. Раз, два, третья, четвертая, вторая. Нет, третья, вторая. И как вы видите, мотоцикл вообще не дергается. То есть вы наверняка обратили внимание, что как бы рывков не происходит. То есть очень, можно сказать, практически бесшовное переключение в режиме механики. То есть для серпантинов вообще едешь как в гейм-консоли, если честно. Тормозишь перед поворотом. Кстати, тормоза, конечно, отрабатывают шикарно. На самом-то деле лучше, чем на обычном GT, если честно. Прям заметно лучше. И если ты начинаешь прям сильно замедляться, видите, он сам отщелкивается до первой передачи. Ну вот если ты остановился, он держит первую передачу, но ты можешь катить мотоцикл в любую сторону, вперед, назад. То есть, допустим, если я не туда поднялся, я могу вот так назад взять, откатить, несмотря на то, что мотоцикл на первой передаче. Ну что, друзья, давайте, наверное, в заключении, в качестве такой полезной информации поделюсь с вами некими инсайтами. Наверняка все слышали такую историю, что Honda продает 50% или даже более 50% своих мотоциклов на автомате. Что по цифрам продаж действительно так и есть.
Но там есть очень маленькая особенность, о которой мало кто говорит. Они делают большинство этих продаж в конце сезона. Как вы знаете, все производители в конце сезона распродают остатки, ну, дилеры, да, они распродают остатки своих мотоциклов, потому что им нужно уже выплачивать производителю за поставленные мотоциклы, им нужно их оплатить, им нужно освободить свои склады, чтобы заполнить их моделью 26 года и так далее, и так далее. И они начинают делать сезонные распродажи. Так вот, большинство Хонд на автомате продается именно в конце сезона на этих распродажах. Почему? Потому что скидки на них делают больше, чем на стандартные версии. И таким образом срабатывает стандартная история рынка. Люди хотят получить больше value за меньшие деньги, потому что очень часто либо их продают по такой же цене, как и механику, либо продают, может быть, слегка повыше, чем механику, но там возникает такой момент, что доплатить 200 евро и получить 10, либо взять на механике. А иногда бывают и такие истории, когда их продают даже дешевле, чем на механике, потому что они в том или ином рынке не продаются. И вот эту особенность важно понимать. Yamaha на текущий момент сталкивается, наверное, с похожей ситуацией, потому что, насколько мне известно, версии на YAMT продаются гораздо слабее, чем версии на механике. Потому что это, по сути, такой первый цикл или первая версия этих YAMT, которые Yamaha ставит. Ямаховская аудитория, она более такая активная, она более за включение в управление мотоциклом, она за то, чтобы минимизировать в целом электронику. И именно поэтому YAMT пока что большинством людей не воспринимается. Естественно, Yamaha неспроста поставила YAMT на GT+, и только в этом варианте ее продает. Имеется в виду, что GT+ доступен только в варианте YAMT. Потому что по их рассуждениям это премиальный топовый продукт. Клиент, который готов платить за премиальный топовый продукт, он всегда готов платить за инновации. YAMT, по сути, является в рамках Yamaha инновацией. И вот там есть эта коробка, что в принципе, наверное, логично. Но рынок показывает другую ситуацию, и это даже видно, опять же, по ценам у дилеров, что в текущий момент, в конце уже сезона, можно наблюдать ситуацию, когда разница между версией на YAMT и стандартной отличается буквально на 100, 200, 300 евро. И таким образом они стараются пропихнуть YAMT вот в массы. Но глобально пока что 2 года продаж MT-09 показали, что YAMT не сильно востребованы. И пока что такой же тренд есть в трейсерах. Но трейсер, возможно, изменит ситуацию, потому что трейсер — это все-таки туринговый мотоцикл. И, как мы с вами увидели в этом видео, в формате туринга YAMT отрабатывает шикарно. То есть, несмотря на то, что она однодисковая, несмотря на то, что она пинается, все равно она отрабатывает на трассе достаточно неплохо. И, возможно, в формате трейсера получится Yamaha показать какие-то плюсы, плюс к тому же будет наверняка следующее поколение коробки. В общем, посмотрим. Ну а пока что информацию я вам дал, выводы делайте сами. Что же касается как бы общего пэкэджа, то, конечно, в совокупности с радаром, в совокупности с вот этим автоматическим круиз-контролем, в совокупности с матричными фарами и с автоматической подвеской и автоматической коробкой передач, глобально в путешествиях мотоцикл очень-очень даже неплох. Смотрите, решайте, думайте. Надеюсь, это видео было полезным, и увидимся в следующем видео. Give me that crown, getting my way into be put down.
illusion, shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift.